сын попросил маму раскопать его могилу через год после похорон. Когда его мать, наконец, сделала это, ее сердце остановилось от того, что она увидела. Сара стояла у могилы, не сводя глаз с закрытого гроба. Она была на похоронах, на которых, как она думала, ей никогда не доведется побывать. Джон, ее единственный сын, погиб ужасной смертью в результате несчастного случая. Хотя до его смерти их отношения были напряженными, она не переставала плакать, узнав о случившемся. На следующий день, после похорон, Сара осталась дома одна, погруженная в воспоминания о Джоне. Она все еще не оправилась от похорон, и ее мысли были заняты сыном. Погруженная в свои мысли, она рассеянно открыла входную дверь, чтобы впустить немного свежего воздуха. Когда она взглянула на порог, ее сердце ёкнуло. Там, посреди бетонного входа, лежал конверт с ее именем. Внутри оказался сложенный пополам листок бумаги. Она развернула его, и ее глаза расширились от шока. Это была записка, написанная от руки, слова были аккуратно расставлены, но, казалось, что-то давило ей на грудь. Там было написано: «Мама, открой мой гроб ровно через год». Сара недоверчиво уставилась на записку. Она не могла поверить в то, что читала. Ее сердце бешено колотилось, когда она снова и снова перечитывала сообщение. Что это было? Было ли это от ее покойного сына? Сара не знала, что и думать. Она была смущена, напугана и рассержена. Ей хотелось закричать, заплакать, выбросить записку, но она не могла. Она должна была узнать, что это значит. Но мысль о том, чтобы вскрыть могилу Джона, место его упокоения, приводила ее в ужас. Она села на диван, снова уставившись на зашифрованное послание. Зачем кому-то понадобилось просить ее об этом? Это был какой-то злой розыгрыш. Чем больше она думала об этом, тем больше убеждалась, что это была жестокая шутка, бессердечная попытка кого-то причинить ей еще большую боль. Она встала и пошла в свою комнату. Там она сложила записку и положила ее рядом с собой. Она больше не могла об этом думать. Но, лежа той ночью в постели, Сара не могла не задаться вопросом: а что, если послание было настоящим? Что, если это действительно было от Джона? Она ворочалась сбоку на бок, не в силах уснуть, ее разум был полон вопросов и сомнений. Потом ее мысли вернулись к похоронам. Это было небольшое мероприятие, на котором присутствовало всего несколько близких друзей и родственников. Сара чувствовала себя оцепеневшей и отстраненной, как будто наблюдала за всем происходящим со стороны. И она чувствовала себя такой виноватой. Она жалела, что не приложила больше усилий, чтобы преодолеть пропасть между ней и ее покойным сыном. Ей следовало бы попытаться лучше понять его амбиции и выбор. Но теперь было уже слишком поздно. Джон ушел, и шанс на примирение был похоронен вместе с ним. Похороны, а теперь и записка были для нее слишком болезненными. Она не выдержала и в конце концов уснула. После похорон Джона прошел год, а сердце Сары все еще было переполнено горем. В тот день она сидела на кровати сына, окруженная его вещами, которые все еще хранили его запах. Она решила, наконец, порыться в его вещах, что было болезненной задачей, вызвавшей целый поток воспоминаний. Она помнила Джона маленьким мальчиком, полным мечтаний и потенциала. Он всегда был тихим ребенком, предпочитая записывать свои мысли, а не делиться ими вслух. Она открыла один из его дневников, и ее взгляд упал на знакомый почерк. Слова на страницах были смесью его мечтаний, стремлений и страхов. Читая, она почувствовала глубокую печаль. Она поняла, что никогда по-настоящему не знала своего сына, когда он стал взрослым. С годами они отдалились друг от друга, и теперь ей казалось, что она снова потеряла его.
И тут что-то привлекло ее внимание. Это был фирменный почерк Джона, уникальное сочетание петель и изгибов. Это была точно такая же подпись, как на загадочной записке, которую принесли к ней на порог год назад. Мысли Сары метались. Она восприняла записку как жестокую шутку, но теперь поняла, что это было от Джона. Могло ли быть так, что Джон оставил ей сообщение из загробного мира? Она пролистала дневник в поисках других подсказок. В последней записи, датированной за 2 месяца до смерти Джона, он написал о том, что чувствовал себя так, словно попал в ловушку своей жизни. Это было похоже на то, что он жил во лжи. Сара с новой решимостью вытерла слезы и приготовилась взглянуть правде в глаза, от которой скрывалась целый год. В тот день Сара пришла на могилу Джона, сжимая записку в руке. На кладбище царила тишина, нарушаемая только шелестом листьев и легким ветерком. Там не было охраны, так что никто не мог помешать тому, что она хотела сделать. Сара опустилась на колени, ее сердце было переполнено горем. Сегодня исполнился ровно год с тех пор, как она похоронила своего сына. Сара изо всех сил пыталась смириться со смертью Джона, и теперь она чувствовала, что, возможно, наконец-то получит ответы на некоторые вопросы. Дрожащими руками она начала копать, и звук удара лопаты о землю эхом разносился по кладбищу. Почва под ее пальцами была холодной и влажной, а сердце бешено колотилось от предвкушения и тревоги. Наконец лопата наткнулась на что-то твердое. Ее руки дрожали, когда она счищала землю с крышки гроба. У нее перехватило дыхание, когда она на мгновение заколебалась. Ее разум наполнился ужасными мыслями о содержимом гроба. Это был момент истины в ее стремлении выполнить просьбу сына. Глубоко вдохнув, она положила руки на холодное дерево и открыла крышку. Когда гроб со скрипом открылся, ее глаза расширились от шока. То, что Сара увидела внутри, заставило ее сердце замереть. Сын Сары, Джон, был 27-летним бизнесменом, который когда-то с трудом сводил концы с концами. Отец бросил его и Сару, когда мальчику было 7 лет, поэтому он рос в бедности. Джон упорно трудился, чтобы создать свою собственную компанию, но несколько раз терпел неудачу. В свои 27 лет он был близок к тому, чтобы сдаться, но его инвестиции оказались очень успешными. Он стал очень богатым за одну ночь. Это новообретенное богатство изменило Джона. Он начал тратить деньги на дорогую одежду и вечеринки. Он также начал играть в азартные игры и много пить. Сара пыталась успокоить сына, но он проигнорировал ее совет. Он был полон решимости наслаждаться своим бесшабашным образом жизни, невзирая на последствия. Жизнь Джона круто изменилась, когда он встретил Грейс Патель, молодую иммигрантку, полную мечтаний. Грейс была красива, умна и амбициозна. Она происходила из богатой семьи, и ее не интересовал безрассудный образ жизни Джона. Она увидела в нем того, кем он был на самом деле, талантливого бизнесмена с запутанным путем. Джона привлекли энергия и напористость Грейс. Они сблизились и быстро полюбили друг друга. Благодаря знаниям Джона в области биржевой торговли и связям Грейс, пара основала совместную компанию. Отец Грейс, Рави Патель, который публично был миллионером, а втайне криминальным авторитетом, предоставил венчурный капитал для компании. Поначалу Джон был рад поддержке Рави Пателя. Он думал, что это даст ему финансовую свободу, чтобы наконец жить той жизнью, о которой он всегда мечтал. Но вскоре он начал понимать, что у Пателя были скрытые мотивы для финансирования их компании. Патель хотел использовать компанию Джона для отмывания денег от своей преступной деятельности. Джон не хотел соглашаться с планами Пателя, но он боялся перечить ему.
Постепенно радость Джона от работы в компании угасла. Корпоративный мир казался ему жестким, скучным и пустым. Кроме того, его неаккуратные траты негативно сказывались на компании, и Джон начал искать выход из положения. Именно Грейс предложила смелую идею, которая навсегда изменила их жизнь. Джону нужно было избавиться от своих долгов, от своей компании и от странных отношений с матерью. Грейс хотела сбежать от криминального мира своего отца. Грейс считала, что им нужно начать все сначала, подальше от всего, что их угнетало. Она предложила инсценировать им свою смерть и исчезнуть без следа, оставив свою старую жизнь, и стать свободными. Джон был удивлен предложением Грейс. Инсценировать их смерть. Это звучало глупо и в то же время невозможно. Но, взглянув в глаза Грейс, он понял, что она не шутит. Она действительно что-то задумала. Джон начал обдумывать ее предложение и возможные варианты. Чем больше он думал об этом, тем более привлекательной казалась ему эта идея. Идея оставить свое прошлое и сбежать от нынешней жизни была замечательной. Джон осознал, как долго он чувствовал себя пойманным в ловушку собственной жизни. План Грейс предлагал ему способ сбежать, и они начали тщательно все планировать. Джон тайно снял все свои деньги и инвестиционный фонд Рави Пателя, в то время как Грейс использовала свои связи, чтобы получить новые удостоверения личности и поддельные документы, которые позволили бы им бесследно исчезнуть. По мере приближения дня их побега Джон и Грейс тщательно продумывали каждую деталь их смертей. Они нашли идеальное место для инсценировки несчастного случая. Это было недалеко от окраины города, где почти не было свидетелей. В ночь перед тем, как их план был приведен в действие, Джон написал загадочную записку своей матери, прося откопать его год спустя. В тот роковой день Джон встретил Грейс в выбранном месте. Она тайно доставила из местного морга 2 сильно обгоревших тела. Они тщательно разыграли сцену, оставив следы шин на земле, и разбили свою машину. Затем они поместили тела в машину, подготовив сцену для ужасной аварии. Когда солнце начало садиться, сцена была готова. Джон поджег машину, чтобы тела обгорели до неузнаваемости. Когда воздух наполнился дымом, все произошло так, как они и планировали. Через 15 минут прибыла машина скорой помощи, а за ней и полиция. Джон и Грейс переоделись и наблюдали за происходящим из своего укрытия. Обгоревшие тела погрузили на носилки, и через час было объявлено, что Джон Карам и Грейс Патель найдены мертвыми. На следующий день, после фальшивых похорон, они уехали из города. Их целью была небольшая вилла у моря, где они планировали начать простую совместную жизнь. Поначалу отношения Джона и Грейс были прекрасными. Они наконец-то освободились от своей прежней жизни и смогли наслаждаться свободой. Однако через несколько месяцев в их идеальной жизни начали появляться трещины. Джон начал скучать по своей старой жизни. Ему не нравилась повторяющаяся рутина, и он скучал по своей матери. Грейс, напротив, была довольна их новой жизнью. Она немного скучала по своему прошлому, но пыталась двигаться дальше. Джон начал злиться на Грейс, потому что чувствовал себя загнанным в ловушку своей новой жизни. Пара ссорилась все больше и больше, и их отношения начали разваливаться. Однажды вечером Джон сердито накричал на Грейс и сказал ей, что сожалеет о том, что инсценировал их смерть. Его слова прозвучали для Грейс как смертный приговор, и она поняла, что их отношениям пришел конец. Грейс, чувствуя себя преданной и убитой горем, решила обратиться за утешением к своей семье. Она позвонила своему отцу и рассказала ему правду. Рави Патель был в ярости. Он целый год оплакивал свою дочь, не зная, что она на самом деле жива.
Он был зол на Джона за то, что тот инсценировал свою смерть и сбежал с дочерью и деньгами. Поэтому Рави разработал коварный план мести. Он решил похоронить Джона заживо в тот самый день, когда исполнился год с фальшивых похорон. Грейс сообщила своему отцу об их местонахождении, и он послал туда своих людей, чтобы устроить засаду на Джона. Бандиты положили Джона в гроб в багажнике машины и отвезли на кладбище, где находилась фальшивая могила. Рави ждал на кладбище, готовый отомстить. Когда Джон очнулся, его опустили в темную землю. Когда над ним закрылась крышка, он закричал, чтобы Грейс остановила своего отца, но она не послушала его. Рави с холодным удовлетворением наблюдал, как гроб опускают в землю. Когда земля начала осыпаться, Джон осознал всю серьезность ситуации. Его заживо хоронили в той самой могиле, которая должна была стать его спасением. Он начал колотить по стенкам гроба, но его крики заглушались толстым слоем земли. Всего час спустя Сара приехала на кладбище с запиской сына. Открыв гроб, она застыла на месте, у нее перехватило дыхание. Она не могла поверить своим глазам. Вместо разлагающегося трупа она увидела своего сына, лежащего в гробу, бледного и безжизненного. Сара закричала и выронила лопату. Она начала трясти сына, умоляя его проснуться, но он не шевелился. Сара уже почти потеряла надежду, когда услышала слабый стон. Джон открыл глаза и посмотрел на нее. «Мама», — слабым голосом произнес он. Сара обхватила Джона руками и крепко прижала его к себе. Она испытала огромное облегчение, увидев, что он жив. Она крепко прижала к себе сына, и тот рассказал ей обо всем, что произошло за последний год. Она была потрясена и напугана, узнав, через что ему пришлось пройти. Но она также была счастлива, что он выжил. Но Сара все еще была в замешательстве. Зачем он отправил ей записку, если инсценировал свою смерть? Затем Джон признался своей матери, что в ночь после фальшивых похорон он заменил обгоревшее тело в гробу $1 миллион наличными. Это было для нее жестом любви и примирения, его последней попыткой позаботиться о ней и загладить свою вину. Но Рави нашел деньги и забрал их себе. Сара была тронута поступком Джона. Она знала, что он изменился, и была рада за него. Поэтому мать и сын решили уехать из города и начать все сначала. Джон усвоил этот урок на горьком опыте. Наконец, он понял ценность семьи. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.